Девулечки, сегодня у меня к вам один единственный вопрос, или несколько вопросов, как я всегда говорю. Э, Просто хочу вас спросить о том, что для вас дала эта неделя, или мой этот курс, наш этот курс. Вот что такого вот с вами произошло за это время? И вы просто каждая сама по себе скажете свое мнение по отдельности, чтобы мы не перебивали друг друга. И мне будет очень это приятно, для того, чтобы я учла как бы ваше мнение в своих следующих курсах. А курс должен иметь продолжение, потому что я вижу великолепные результаты. Кто первый? Скажите, пожалуйста. И мы будем молчать и слушать. Кто хочет сказать? Ну, могу я. Давай, Светуля. Да, я уже вчера с вами разговаривала, и я вообще под впечатлением целую неделю, потому что я сбросила так, мне кажется, хорошо, 3,5 килограмма за неделю. У меня не было такого даже, когда я полгода ходила на фитнес и пыхтела там, и занималась, и тренировалась, и ела тоже, в принципе, здоровую еду, но у меня так не получалось Мгм. сбросить. Поэтому я немного в шоке даже от самой себя, от организма, от всего. Я просто, в принципе, ничего такого, как сказать, нового не начала кушать. Ну, может Мгм. быть, немного овощей, которых я когда-то там, например, кабачок, баклажан, я не любила их, но сейчас я их обожаю, и это у меня практически каждый день на гриле, поэтому ну, как сказать, поменялись вкусовые качества, но и главное что ты целый день можешь кушать и худеть. Вот это для меня было, мне казалось, если чем больше я не ем, Мгм. чем больше я как бы голодная, тем, наверное, это лучше, и я похудею. Но оказалось не так. Мгм. Оказалось все не так, оказалось абсолютно наоборот. Я как бы немножко, ну, для меня это немного шок, потому что ты можешь кушать, в принципе, то, что ты хочешь, и кушать часто, но, тем не менее, сбрасывать. Вот это для меня было открытие. Ну, Вот. здорово. Да, и вам, Виктория, очень большое спасибо за этот такой толчок. Потому что, ну, для меня, я считаю, хороший результат. В объемах тоже очень много сантиметров, но считаю, в талии 8 сантиметров это вообще. За неделю, Вот я девочки, за понимаете? неделю у меня Супер. все брюки, все просто спадает, и оно, ну, очень классно себя чувствую, настроение. Я до этого 2 месяца занималась еще немножко там, вот когда карантин начался, я начала там на велосипеде ездить, много ходить, еще дома у меня тренажеры, я давай дома, еще всё вот. В общем, ничего, за 2 месяца 0, полностью стоит вес и все. Потом оно это все, конечно, так мне очень понравилось, Виктория. Я не знаю, я в шоке, я не могу даже прийти в себя. У меня ну, когда до этого я была такая, когда ходила сонная, какое-то у меня такое настроение было плохое, а сейчас просто с утра встаешь, ну, конечно, погода еще помогает в этом Мгм. всём, потому что когда ты утром встаешь завтракать там, на террасе можешь покушать, и солнце, и красота, и плюс еще ты после взвешивания такая счастливая, то, конечно, оно всё одно к одному, и получилось, ну, я лично вот, в восторге, и это какой-то magic, я вам уже говорила. Какой Спасибо. Это какое-то волшебство для меня, вот. Вот это я хотела вам сказать, и, ну, вот так у меня. Могу сказать, я очень такая сама вся бодрая какая-то действительно, и мне абсолютно не хочется есть сладкое. Сегодня мои кушали мороженое, там все вот Мгм. такое. Не хочется мне этого, потому что я знаю, не хочу, не надо. Не то, что даже я себя пересиливаю, а оно мне как-то, ну, безразлично просто. Мгм. Ну, они едят мороженое, хотя я бы неделю назад, боже, 2 пачки бы точно съела в жару. Вот. То Ну, то, что я вам всем и обещала, понимаешь, что за это время у вас вот эта ломка, к сладкому, вот эта углеводная жажда, она у вас уйдет. Вам будет некомфортно, может быть, дискомфортно 4-5 дней. Потом это все абсолютно уходит. И куда оно уходит, казалось бы? Это просто-напросто потому что
мы раньше, или вы раньше, находили прелести жизни именно в сладком. Почему? Потому что сладкое дает вам великолепную выработку гормона эндорфин. Это гормон радости и счастья. И вы находили в этом булка с нутеллой, радость, успокоение, счастье. Как же было хорошо, уютно. Буквально там часок. Инсулин подскочил, сахар подскочил, все, пошли процессы, бац, долго держится, потом у вас наступает сонливость, вам хочется погрустить, и опять хочется поесть, и вы опять идете к каким-то быстрым углеводам. Все. Сейчас мы это немножко урезали. Вы начали у меня гулять, ходить. Вот я вас всегда провоцирую на позитив, замечать что-то хорошее. И когда вы получаете эти положительные, позитивные эмоции, у вас происходит выработка гормона эндорфин. Ура, ура! И вы опять, понимаете, начинаете, вы заменили просто свое мороженое на другие эмоции. И вам счастливо, хорошо живется сейчас. Вот и все, Светочка. Так что спасибо большое. Я хотела сказать, что очень, ну, для меня, мне кажется, вот я уже вам вчера говорила, что вот именно у вас хорошая такая идея, то, что вы собрали людей, ну, как бы с одной проблемой, и мы вот с этими переписками, я не знаю, как я уже дальше буду не отчитываться за свою еду там или за какие-то достижения, потому что это так, ну, сближает, и спасибо девочкам, много получила новых каких-то рецептов, информации какой-то, и так классно, когда ты не один. Вот это очень важно, когда ты не один, когда тебя поддерживают. Потому что если когда ты один начинаешь что-то делать, ну, потом в итоге все равно срываешься, где-то что-то скушал, и все. А когда ты знаешь, что еще есть люди, которые вот сейчас также стараются сбросить все, и как бы ты не одна, то это очень-очень-очень сильно помогает и мотивирует. Ну, здорово. Понимаете, я же всегда работала индивидуально, только так, с каждым лично, там, консультации ежедневные и так далее. Но так получилось, что после первого этого онлайн-курса 5 девочек пошло дальше на VIP-программу. И я их тоже объединила в группу, то есть они уже как-то сроднились, и они хотели вот тоже быть вместе, и все такое. И они сейчас также переписываются, друг друга поддерживают и дальше. То есть сейчас у меня тоже есть уже некоторые кандидаты, которые тоже пойдут, и я думаю, они будут начинать, я могу так как бы сделать, что они будут начинать одновременно, и тоже опять будет группа. Хотя программа будет совершенно по-другому построена, это VIP-пакет, да, индивидуальные занятия каждый день, и с рецептами, со всеми прелестями. Вот. Так что я, наверное, и следующих, кто пойдет дальше, тоже могу объединить и тоже будут общаться. Такие дела. Ты даешь максимум. Даешь максимум. Мне сейчас хочется жить, мне хочется, я с интересом смотрю на мужчин, мне хочется одеваться, мне хочется что-то сделать там, не знаю, ну что-то. Здорово, здорово, Леночка. Я очень рада, что я могу вас заразить своим оптимизмом и дать вам, поделиться с вами своей энергией. И это, для меня это все, понимаешь? Для меня мои дети, моя семья и вы все, вот прям, ну все для меня. Вот что может быть лучше, чем такие прекрасные отзывы и видеть ваши счастливые лица? Это просто такой подарок судьбы. Я обожаю всех вас, свою работу, и это большое счастье вас всех встречать. Это чудо. И когда я вижу, как вы меняетесь, это, конечно, ну просто сказка какая-то происходит, настоящая сказка. Вот недаром у меня фамилия Андерсон. Хотя Света вчера мне сказала, говорит, Виктория, ваша фамилия должна быть не Андерсон, а Виктория Мэджик. Да, Виктория Мэджик, это точно. И вам надо выходить, как я вам сказала, на мировой уровень, чтобы вас знали во всем мире, а не только в каких-то частях мира. Поэтому... Спасибо, Светулик. Да. Спасибо, котик. Все это будет. Мы будем помогать и продвигать, и рассказывать, и все что угодно. Обратила внимание, что у меня какой-то совершенно другой подход к питанию появился. Я же много раз пыталась худеть, были какие-то там результаты, но все равно как-то неосознанно. А тут начала подходить осознанно. Взяла десертную тарелочку. Я заметила, я медленнее стала есть. Это очень важно. Да, чувство голода совершенно не испытываю. Вот. Потом, значит,
я уже говорила, ходьба, да, стала больше ходить, потому что понимаю, что без этого нельзя. Вот. Ну и взгляд на себя какой-то новый, немножко осанка меняется, ты же все-таки женщина, да, и хочется, да, и приодеться, чтобы все-таки стройнее, облегающая была одежда, вот. Что еще? Я себя представляю, вот визуализирую. Вот ложусь вечером, и я представляю, как я уменьшаюсь в объемах. Но сегодня я взвесилась, Витулечка, -3, -4 сантиметра. Я сама поразилась. Это за неделю. А что будет через месяц? Я просто удивлена и поражена, и радуюсь, да. Вот. Поздравляю. Что еще? Смотрю на сладости, вот девочки тоже говорят, вот на даче были сладости, конфеты, скоро приедут племянники ко мне. Я на них очень спокойно реагировала. Раньше я не могла так. Вот как-то отношение совершенно другое. Вот. Ну и, наверное, знаете что, ребята, что вот группа у нас хорошая, мы приобрели хороших друзей. Дай Бог, чтобы мы и дальше общались. Будем общаться, почему нет? Да. Девочки, я вижу, к нам Неля присоединилась. Родная ты моя. Привет, Нелечка. Слышно? Нель, слышишь меня? Да, я включила. Окей, Всем хорошо. привет, девочки-красавицы. Привет, моя Здравствуйте. дорогая. Привет. Людочка, спасибо на добром слове, В Людочка. принципе, да, все я и сказала. Вот мне вот этот проект очень дал многое. За 7 дней очень как-то, знаешь, компактно, все сжато и настолько все понятливо. Или я уже подошла к этому в этом возрасте осознанно ко всему этому, что уже совсем по-другому себя веду. Ой, ну я счастлива, что у тебя тоже прошло осознание какое-то. Я очень старалась. История делает это огромное, правильное, чистое, светлое, не основанное на каком-то мухляже или на каких-то таких, знаете, Вот-вот, да. несуществующих обещаниях, нереальных результатах. Это не основано на какой-то херне, извиняюсь за мой французский. Это основано на том, что человек говорит, ты главное слушай. Если ты не слушаешь, то тогда у тебя все криво. Если ты, как я, заточил 2 булки, не жди, что у тебя завтра будет -200. Ну вот просто не надо этого ждать. Либо тогда 7 раз с собакой погуляй. Я просто присоединилась, чтобы сказать огромное спасибо. И Викторию я знаю давно. И Хотела рассказать свои впечатления. Да, это самое главное. Да, мои впечатления. Я вообще очень большой скептик и человек, который стремится к здоровому питанию уже давно по многим причинам. И, в принципе, на мой взгляд, у меня достаточно здоровое питание с порой какими-то выходами в неправильное питание, но это нерегулярное. Вот. И что меня поразило, я, честно сказать, ну, как бы я не ждала каких-то чудес, я решила, что, ну, а почему бы и не попробовать? Потому что мне Викин вообще позитивный взгляд на жизнь очень близок, я его знаю, я Вику знаю еще до того, как я вообще услышала о ее системе и работе. Вот, поэтому мне, в принципе, было интересно и провести время с Викторией, и узнать о ее работе немного больше, и, дай бог, может быть, чему-то научиться в этой жизни и получить какой-то хороший результат. Вот. Со своим скептическим взглядом я пришла в систему, и я скажу так, что все, что я знала о здоровом питании, оно очень прямо ложится на ту систему, которую дает Вика. Это действительно хорошее, правильное, здоровое направление твоих мыслей. Это прекрасный заряд энергии со всеми психологическими поддержками, мотивациями, заданиями, которые ты даешь нам каждый день. И это действительно во многом стимулирует, и это действительно дает тебе еще больше позитивный настрой. И что для меня вообще совершенно новое было, то, что очень, ну, практически все системы, которые ты когда-либо будешь слушать, все говорят, нет, вы что, алкоголь нельзя, если вы худеете, это просто страшно.
это у вас перестает вырабатываться правильная функция печени и так далее, у вас вся энергия идет на переработку алкоголя вместо того, чтобы перерабатывать ту пищу, которую вы потребляете в течение дня. И на самом деле есть огромное, да, количество ограничений в тех вещах, которые все вещают вокруг и говорят о том, что нужно прямо строго следить за тем, какие ты порции ешь, строго следить за тем, какое количество, там, я не знаю, еще каких-то вещей потребляешь. Меня поразила свобода. Вот меня прямо действительно поразила эта свобода, что ты, не нужно тебе взвешивать ничего, записывать каждый грамм еды, высматривать, сколько же там калорий случилось у тебя за день. Не нужно тебе себя чувствовать последней сволочью, выпив бокал вина с мужем за вечером. То есть вот в принципе, и самое, что приятное, я не знаю, то ли вот это психологический момент, то ли это чудеса, о которых мы тут сегодня уже упоминали, но даже при том, что раньше я вроде бы как бы даже пыталась худеть и ела, в принципе, по похожей системе, единственное, замеривая там еду и так далее, но сейчас я съедаю сама по себе меньше, ничего не замеряя. И чувство насыщения у меня почему-то такое, что, ну, то есть мне даже порой перекусы некогда делать, хотя раньше у меня, вот когда мы только первые дни начинали, у меня вообще было почему-то, что я вот прям, ну, вот, то есть стабильно каждые 2-3 часа я хотела есть. То есть сейчас эти периоды, когда я хочу есть, они гораздо реже случаются. И объяснению этому я не вижу. Кроме того, что, наверное, у нас Вика немного колдунья. Вот. Я не могу. Я не знаю, что ты там делаешь в своем кё, Верочка, на Филя. своей террасе. Вот. Какие ты посылы делаешь энергии в космос? Что-то в этом нечисто. Я не Вот. могу. Ты знаешь, я теперь боюсь только одного, ты знаешь, я думаю, Вик, я сейчас вот на ВИП-курс не пойду, а вдруг все не пойдет дальше. Вдруг это надо с тобой только. Думаю, вот тогда как наркоманы, понимаешь, подсадила нас и все. Нет, слушай, девочки, это чудо, конечно. Я не могу, когда вы говорите, что Вика, что ты с нами сделала? Ты что, фея или ты колдунья? Я столько всякого слышала. Ты знаешь, помнишь, как анекдот, не анекдот, как кадр из Ивана Васильевича меняет профессию. Он приходит и говорит, да ты ведьма. Ну, я тебе, конечно, в хорошем смысле. Я понимаю. Ой, это цирк. Мне говорили уже столько всякого. Знаешь, Вика, что ты с нами сделала? Сначала все говорят, что у них поломались весы. Ну, буквально у всех. Они начинают таскать весы или покупать новые. Потом кто-то начинает становиться на эти весы с гантелями. Кто-то с бутылками с водой. Кто-то, значит, по 5 раз, так? И без бутылок с водой или с гантелями, или без. И потом опять. Потом, значит, ну, это все абсолютно говорят, что у них весы поломались. Я говорю, я сразу говорю, через недельку-две вы скажете, весы поломались. Так и бывает. Потом они не понимают, что с ними происходит, вес начинает уходить, аппетит как бы уменьшается, порции уменьшаются, настроение улучшается, и они, вот, энергия просто прет. И они потом говорят, Вика, ты что, загипнотизировала нас? Я говорю, нет. Я говорю, да, гипнотизирую, блондинка с зелеными глазами, понимаете? А еще тут... Мы не знаем, что ты там, где ты умудряешься 20 тысяч шагов делать, на какие горы шабаш там устраиваешь. Викуль, но ты чудо, ты молодец, и это правда, это действительно вообще удивительно, потому что я вот сегодня в обед съела яйцо, 2 кусочка рыбы, кусочек хлеба и там овощей, и ты не поверишь, вот сейчас 7 часов вечера, а я не хочу ужинать. У меня проблема в том, что у меня все вокруг, моя семья хотят есть, а я нет.
И мне приходится с ними как бы за компанию, думаю, ну а вдруг я там еду пропущу, потом захочу. Поэтому, нет, очень здорово, и замечательная неделя была. Девочкам отдельное огромное всем спасибо, правда, потому что порой вот так вот отключаешься в сумасшествии, где-то бегаешь, но потом летят эти замечательные фотографии, эти позитивные комментарии, и тебе как-то хочется все равно вернуться туда и тоже поделиться чем-то. Не знаю, очень-очень было приятно провести эту неделю, правда, это действительно была просто очень насыщенная, позитивная, приятная неделя такая, причем не с напрягом. Вот честно скажу, не с напрягом, не было какой-то обязаловки, было все как-то в радость, и спасибо огромное всем. Вот. Спасибо, моя хорошая. Правда, Спасибо, мои девочки, хорошие. коллектив — это великая сила, это Да, точно. да, да. И вот именно групповые занятия — это вот самое лучшее. Такая идет мощная поддержка, мотивация — это сила. Да. Ну, Это девочки, точно. здорово. Вы понимаете, да, что кто меня знает, это мой второй только онлайн-курс в группе. Как я уже повторюсь, я всегда работала чисто индивидуально, и я всегда работать буду тоже индивидуально, но если собираются вот девочки, которые, как, к примеру, сегодня идут дальше на VIP, то, естественно, вот я их соберу. У меня еще есть одна девочка, которая с первого онлайн-курса, она тоже хочет начинать вот сейчас, буквально через пару дней. Когда мы подождем немножко и соберемся, и тоже будет такая малюсенькая группка, где будем поддерживать, хотя там по-другому я веду все занятия и так далее. Но к чему я веду? Что эта идея онлайн-курса, причем буквально 10 дней, да, хотя я назвала там 7 дней навстречу желанию, а в общем-то мы получаемся 10 дней вместе. Эта идея возникла у меня во время карантина, когда я увидела, что люди как-то расслабляются, начинают все печь, да на здоровье пеките, но не нужно же этим объедаться, не нужно набирать килограммы. Я даже писала такие статьи, что типа карантин уйдет, а килограммы-то останутся, давайте же будем как-то осознанно подходить к этой как бы еде к нашей. Вот. И я вдруг вот буквально встала там в 4:30 утра, написала сценарий этого курса. В течение дня мне Ника помог сделать слайды, а тексты к слайдам и фотографии я тоже делала. Нет, наверное, не в течение дня, наверное, в течение все-таки нескольких дней мы делали эту всю программу. И потом я провела мастер-класс, и получилось очень и очень хорошо. Много было желающих. На первый онлайн-курс девочек 10 у нас было. На этот курс было 10, но 2 отошли как бы в VIP-программу. И я обязательно буду делать следующий, опять же, онлайн-курс, вот такой 10-дневный, но через, вот, то есть эту недельку мы подождем, и потом я опять, потому что уже много есть, у меня уже 3 девочки проплатила, то есть опять нас будет человек 10 легко. И я рада, что такие результаты у всех, и что вы действительно меняетесь. Вы меняетесь, вот это для меня самое главное. Я всегда, когда вот мне звонят и спрашивают, ну, Виктория, а чем вы отличаетесь, там, а что, как? Я говорю, я не знаю как, но ваша жизнь меняется к лучшему. Вы делаетесь такими веселыми, озорными, задорными, какие-то энергичными, и глаза у вас другие, и вы замечаете все, что вокруг вас, вот этот позитив, природа, вы слышите запахи, вы видите что-то новое вокруг вас. И вот эти мои психологические упражнения, действительно, они как бы вас пробуждают именно, как вам сказать, вот этот позитив, что ли, да, в этот другой взгляд какой-то на многие вещи, которые вы раньше вообще не замечали. Вы сейчас как будто бы сами, вот природа пробуждается, и вы просыпаетесь, и вы понимаете, что, боже мой, какая-то там проблемка, да вовсе не проблемка через неделю. Все это как бы развеется, и жизнь будет гораздо лучше, если вы будете на эти какие-то там неприятности смотреть по-другому. То есть недаром же я всегда провожу как бы все через позитивную психологию. Так что, девочки, бокал налит. Сейчас я посмотрю, Катя мне что-то написала. Окей. Катя написала, что ответит позже. Так что Катин результат мы пришлем. Я завтра соберу все ваши минусы в единую цифру. И будет очень-очень интересно. На Фейсбуке я обязательно дам эту цифру. И мы все будем рады.
увидеть Нам вас. будет приятно. Да, да, да. Все будут вас поздравлять, и все. Девчонки, спасибо, что вы у меня есть, спасибо, что вы мне доверились, пришли ко мне, что вы со мной, и вы такие потрясающие, вы такие позитивные, и вы даете мне вот именно силы работать без выходных, без праздников, проходить 24 тысячи шагов в день. Это все благодаря вам, вашим успехам, вашим радостным и счастливым глазам. За вас. Спасибо за тебя. За всех Спасибо, нас. девчонки, Да. девочки. Спасибо, родные. Да.